Е Шуньгуан — это атакующий агент элемента острие, который буквально ломает одно из базовых правил боевой системы Zenless Zone Zero. Ее ключевая особенность заключается в том, что она получает выгоду от множителя урона уязвимости при оглушении даже тогда, когда противник фактически не находится в состоянии оглушения. Уже один этот факт выводит ее далеко за рамки стандартного дизайна персонажей. А с учетом статуса «Охотница Каверн» и по-настоящему абсурдных множителей урона, Е Шуньгуан превращается в персонажа, которому практически не важно, что делают враги, важна лишь правильная реализация ее ротации. На первый взгляд ее набор навыков может показаться перегруженным. Вокруг Е Шуньгуан выстроено сразу несколько уникальных систем. Элемент острие, ресурс сила небесного меча, навык входа отражение, состояние прозрения, эфирная завеса вердикт, а также разделение геймплея на воздушную и наземную стойки. Однако, несмотря на обилие терминов, ее реальный геймплей удивительно прямолинеен. Большая часть сложности нужна не для усложнения игры, а для того, чтобы обосновать уровень урона, который она способна выдавать. Острие — это полностью уникальный элемент Е Шуньгуан. С точки зрения игры он считается физическим, на него действуют бонусы и сопротивление физического урона, а также он накладывает натиск и трусость при заполнении аномалий. Однако ключевое отличие заключается в наличии встроенного множителя x1.5 к очищению от скверны. Любые атаки острия расходуют скверну значительно быстрее, чем атаки других элементов. У острия также есть собственная шкала аномалии. Формально она работает как физическая, но заполняется отдельно. В обычном состоянии все атаки Е Шуньгуан наносят физический урон, но вообще не могут накапливать физическую аномалию. Это становится возможным только в состоянии прозрения, где весь ее урон полностью конвертируется в острие. Основой всего ее набора является задатки. На базовом уровне он уже дает ей постоянные 30% шанса критического удара и 25% бонуса к урону, что само по себе выглядит крайне сильно. Однако на практике этот пассив вводит ее ключевой ресурс – сила небесного меча. Под портретом персонажа в бою отображается специальный интерфейс с шкалой и 6 ромбами. По мере нанесения ударов шкала заполняется. При полном заполнении она сбрасывается и создает 1 очко силы небесного меча. Таким образом, можно накопить до 6 очков. Некоторые навыки ускоряют этот процесс. Усиленная особенная атака сразу дает 1 очко, а ультимейт — все 6. Если активна ее дополнительная способность, для этого в отряде должны быть поддержка или оборона-агенты, то при активации эфирная завеса союзниками Е Шуньгуан получает сразу 3 очка. Именно этот метод позволяет превысить стандартный лимит. Все очки сверх 6 превращаются в стаки хранительница до 3 штук. В итоге максимальный эффективный запас ресурса достигает 9 очков. Когда Е Шуньгуан накапливает 6 или более очков силы небесного меча, становится доступен ее навык входа отражения. При переключении на нее навык активируется автоматически, расходует 6 очков, наносит мощный урон и вводит ее в состояние прозрения. При этом фактическое переключение не обязательно. Удерживание кнопки базовой атаки с достаточным запасом ресурса также активирует навык входа отражения. Использование ультимейта и вовсе полностью пропускает этот этап и напрямую переводит ее в прозрение. Состояние прозрения — это пик силы Е Шуньгуан. В этом режиме она больше не может накапливать силу небесного меча, а шкала энергии заменяется таймером на 16 секунд, который тикает только тогда, когда она находится на поле. При смене персонажа отсчет полностью приостанавливается. Все ее навыки меняются. Урон становится острие, и одновременно активируется эфирная завеса вердикт. Эфирная завеса вердикт — один из самых сломанных эффектов в игре. Пока активен прозрение, Е Шуньгуан постоянно получает бонус от текущего множителя урона уязвимости при оглушении врагов, даже если они не оглушены. Этот бонус работает исключительно для нее и имеет верхний предел в 210%, но по сути означает, что она всегда наносит урон по оглушенным целям. Пока прозрение активно, эфирная завеса вердикт не исчезает. Вне прозрения ее базовые атаки выполняют утилитарную роль, они просто накапливают ресурс. Удерживаемая базовая атака, создающая волны мечей, крайне неэффективна и не стоит использования. Усиленная особенная атака в обычном состоянии полезна только за счет генерации силы небесного меча. Зато после входа в прозрение весь набор навыков заменяется на отдельные воздушные и наземные версии, расходующие накопленные очки ради огромного урона.
Входя в прозрение, Е Шуньгуан всегда начинает в воздушной стойке. Здесь она использует разящее сияние, серию быстрых атак в воздухе, которые можно завершить разящее сияние гибель. Этот пикирующий удар расходует 2 очка ресурса, значительно усиливается и создает стак апогей. Гибель всегда приземляет персонажа. После этого можно потратить еще 1 очко на разящее сияние максимум, мощный широкий удар. В наземной стойке открываются рассечение волн, сильная трехударная серия и ввысь, которые возвращают ее в воздух, но почти не наносят урона. Однако оптимальная игра строится вокруг усиленная особенная атака «Летящий свет». Этот навык потребляет апогей. Вместо силы небесного меча наносит существенно больший урон и позволяет гибко контролировать стойку. Именно он заменяет ввысь в эффективных ротациях. Когда все очки силы небесного меча израсходованы, лучше всего завершить прозрение и начать подготовку заново. Для этого используется обращение в прах, мощный завершающий удар, который немедленно выводит Е Шуньгуан из состояния вне зависимости от оставшегося времени. Ее защитные инструменты скорее функциональны, чем впечатляющие. В обычном состоянии контратака после уклонения полезен, но в прозрении исчезает, заменяясь ввысь после идеальное уклонение, что почти всегда ведет к потере урона. Зато у нее есть уникальный рывок. При удержании уклонения она едет на стойке мечей, значительно увеличивая скорость передвижения. Ультимейт Е Шуньгуан также имеет 2 формы. Гром, разгоняющий облака, стандартный ультимейт, который наносит высокий урон, сразу генерирует 6 очков силы небесного меча и мгновенно переводит ее в прозрение. Вторая версия, раскат грома, доступна только в прозрении и на 60% сильнее, но открывается исключительно после использования гром, разгоняющий облака с расходом децибелы. В этом случае раскат грома заменяет обращение в прах и завершает состояние максимально мощным финальным ударом. Основная задача билда Е Шуньгуан – максимально раскрыть ее взрывной урон в состоянии прозрения, где она постоянно наносит урон острия с учетом множителя оглушения. За счет встроенных бонусов к критическому шансу она сильно отличается от большинства DPS-агентов, и именно это определяет приоритеты в сборке. Лучшим амплификатором для нее является проблеск в облаках. Он идеально синергирует с ее стилем игры, усиливая урон от атак и отлично масштабирует с ее частыми мощными ударами в состоянии прозрения. Это, безусловно, ее бис-вариант и главный ориентир для максимального DPS. Если проблеск в облаках недоступен, существует ряд достойных альтернатив. Сера остается сильным универсальным вариантом за счет бонусов к атаке и стабильного урона. Стальная лапа хорошо работает благодаря увеличению крит-шанса, что отлично вписывается в ее механику. Златоцвет и Марката Реверб уступают по пиковому урону, но все еще остаются рабочими вариантами, особенно на ранних этапах. Звезда улиц – наиболее доступная альтернатива, которая подойдет как временное решение. Основу сборки составляет сет «Песнь о синих водах» — 4 предмета. Этот набор идеально сочетается с геймплеем Е Шуньгуан, усиливая ее урон и позволяя еще эффективнее реализовывать прозрение. В дополнение к нему используется «Песнь о ветке и клинке» — 2 предмета, который дает дополнительно критический урон. Что касается основных характеристик дисков, приоритет выглядит следующим образом. В 6-м слоте всегда выбирается силу атаки, так как весь урон Е Шуньгуан отлично масштабируется от атаки. В 5-м слоте предпочтителен бонус физического урона, однако сила атаки также остается допустимой альтернативой, если сабстаты лучше. В 4-м слоте основной выбор — крит-урон, поскольку именно этот параметр она раскрывает лучше всего. В дополнительных характеристиках дисков приоритет отдается крит-шанс, крит-урон и сила атаки. Здесь важно понимать ключевую особенность персонажа. Е Шуньгуан уже получает значительное количество критического шанса за счет задатков и используемого набора дисков. Благодаря этому нет необходимости агрессивно стакать крит-шанс. Вместо этого билд может и должен смещаться в сторону крит-урона, что заметно увеличивает ее урон в состоянии прозрения. Командная синергия Е Шуньгуан. Е Шуньгуан лучше всего раскрывает свой потенциал в командах, которые помогают ей быстрее входить в состояние прозрения, усиливают ее урон и создают комфортные условия для продолжительных серий атак.
Поскольку она является чистым DPS, ее союзники в первую очередь должны обеспечивать оглушение врагов, снижение их защиты и дополнительные бафы. В самой доступной версии команды Е Шуньгуан отлично работает в паре с Анби и Николь. Анби выполняет роль агента контроля. Она быстро накапливает ошеломление, что стабилизирует контроль над противниками и ускоряет их переход в уязвимое состояние. Николь же выступает в роли поддержки, снижая защиту врагов и стягивая их в одну точку, что значительно повышает эффективность массовых атак Е Шуньгуан в состоянии прозрения. В качестве Бэнгбу для этой команды лучше всего подойдет Авакабу, так как он обеспечивает стабильную поддержку и хорошо вписывается в общий темп боя. При отсутствии Авакабу его можно заменить на Бумабу или Искатель. Оба варианта остаются рабочими и не требуют редких ресурсов. Эта команда проста в освоении, доступна большинству игроков и позволяет Е Шуньгуан стабильно реализовывать свой урон даже без премиальных союзников. Премиум команда. В более продвинутой и оптимизированной версии команды Е Шуньгуан раскрывает свой максимум рядом с Диалайн и Цзао. Диалайн выполняет роль атакующего саппорта, усиливая урон команды и предоставляя бесплатную суперспособность, которую Е Шуньгуан может использовать для немедленного входа в состояние прозрения, без потери темпа. Это значительно ускоряет ротацию и повышает общий DPS. Цзао в этой связке отвечает за контроль и усиление. Она может активировать эфирную завесу, что позволяет Е Шуньгуан получать дополнительные единицы силы Небесного Меча и стаки «Хранительница», ускоряя подготовку к следующему моменту прозрения и делая ее геймплей еще более плавным и агрессивным. Лучшим Бэнгбу для этой команды является Колосок, так как он идеально взаимодействует с Е Шуньгуан и поддерживает высокий темп боя. При необходимости его можно заменить на Счастливчика, Револьвербу, Борьбу, Перерабу или Биркблик. Все эти варианты остаются хорошими и подходят в зависимости от доступных ресурсов и предпочтений игрока. Премиум-команда превращает Е Шуньгуан в настоящего гиперкерри, способного практически без перерывов находиться в состоянии прозрения и наносить колоссальный урон, полностью раскрывая ее потенциал как охотницы каверн. Как играть за Е Шуньгуан и выстраивать ротацию? Е Шуньгуан — агент класса Void Hunter с уникальным атрибутом «Острие». Формально она наносит физический урон, однако на практике подавляющая часть ее урона приходится именно на урон острия, который становится доступен только при входе в ее особое состояние прозрения. Атрибут «Острие» во многом идентичен физическому. Он вызывает те же эффекты аномалии, такие как натиск и трусость, однако при этом имеет собственную шкалу накопления аномалии. Важно отметить, что аномалия острия может вызывать эффект хаос при взаимодействии с физической аномалией, что дополнительно усиливает урон. Кроме того, урон острия обладает увеличенным на 50% очищением миазмы, благодаря чему Е Шуньгуан разрушает миазматические щиты заметно быстрее, чем большинство других атакующих агентов. Весь геймплей Е Шуньгуан строится вокруг состояния прозрения. Именно в нем она наносит основной урон, тогда как действия вне этого состояния служат исключительно для подготовки, накопления ресурсов и создания условий для следующего входа в прозрение. Если упростить, ее цикл игры всегда выглядит как подготовка, прозрение, взрыв урона, повтор. Ключевым ресурсом здесь выступает сила Небесного Меча. В обычных условиях можно хранить до 6 единиц, однако за счет внутренних механик часть ресурса может переноситься между ротациями, фактически увеличивая запас до 9 единиц. Сила Небесного Меча накапливается при использовании различных навыков Е Шуньгуан, а также через ее дополнительную способность, которая дает 3 единицы ресурса, если любой союзник активирует эфирную завесу. Войти в состояние прозрения Е Шуньгуан может 3 основными способами. Первый — использование суперспособности «Гром, разгоняющий облака», которая сразу дает 6 единиц силы Небесного Меча и мгновенно активирует прозрение. Второй способ — навык входа, отражение, который требует наличия 6 единиц ресурса. Третий — быстрая помощь, если выполнены соответствующие условия. Независимо от способа входа, наличие силы Небесного Меча критически важно, так как именно она расходуется на усиленные базовые и особые атаки в состоянии прозрения. Во время прозрения Е Шуньгуан расходует силу Небесного Меча, чтобы наносить урон острия.
Как только весь ресурс израсходован, состояние завершается автоматически. При желании его можно закончить раньше, чтобы быстрее перейти к следующему циклу. Дополнительно при входе в прозрение автоматически активируется эфирная завеса «Вердикт», накладывающая на врагов особый эффект уязвимости. Этот эффект заставляет игру всегда учитывать множитель урона по оглушенным целям, даже если враг фактически не оглушен. Более того, данный множитель суммируется с бонусами от других агентов и эффектов, но имеет жесткий предел – плюс 110% к базовому значению, что дает максимальный итоговый множитель в 210%. На практике это означает, что Е Шуньгуан почти всегда наносит урон по оглушенным врагам. У большинства боссов базовый множитель урона по оглушению составляет около 150%, поэтому дополнительный бонус от эфирной завесы быстро упирается в кап, особенно в командах с агентами оглушения. В состоянии прозрения Е Шуньгуан наносит урон острия, используя базовые атаки и усиленные особые атаки, расходующие силу небесного меча. Конкретные комбинации могут немного отличаться в зависимости от того, была ли активация через навык входа или суперспособность, однако общий принцип ротации остается неизменным. В самом конце окна прозрения рекомендуется использовать усиленную особую атаку «Прозрение обращения в прах». Этот прием мгновенно завершает состояние, не требует децибелов и позволяет дожать дополнительный урон перед переходом к следующей фазе. Для большинства игроков оптимальной и универсальной будет следующая базовая ротация. 4 базовые атаки, коротко удерживаем особую атаку, 3 базовые атаки, коротко удерживаем особую атаку, суперспособность. Эта комбинация наносит высокий урон, хорошо укладывается в тайминге прозрения и при этом не требует идеального исполнения. Более сложные и вариативные ротации действительно существуют, однако на практике именно этот вариант дает наилучший баланс между эффективностью и стабильностью, особенно в реальном бою. Итоговая ротация выглядит так. В начале боя создайте у союзника эффект «Эфирная завеса», чтобы набрать примерно половину шкалы небесного клинка. После этого переключитесь на Е Шуньгуан и используйте базовые атаки и особые навыки для урона. Если в команде нет Диалинь, Чао или обоих сразу, начинайте сразу с охотницы и старайтесь максимально быстро заполнить ее уникальную шкалу, используя любые доступные умения. Набрав 6 зарядов силы, активируйте навык входа «Отражение», удерживая кнопку атаки или через быструю помощь. Это переводит охотницу в стойку прозрения и создает эффект «Эфирная завеса Вердикт». Далее используйте улучшенные версии базовых атак и навыков, расходующих силу небесного клинка. Именно они обеспечивают основной DPS по площади. Суперспособность можно применять как до входа в прозрение для мгновенного накопления 6 зарядов, так и после для повторного усиления состояния. Эта последовательность повторяется, периодически подключая других юнитов для бафов и поддержки героини.